Приветствую, друзья, добро пожаловать на канал. В этом ролике мы будем с вами немножечко торговать, немножечко общаться. Сегодня такой лайтовый формат. Решил на свежем воздухе записать, пока погода хорошая. Надоело уже сидеть в кабинете. В любом случае, будем зарабатывать. Расскажу вам про свою новую стратегию. Обязательно лайк под видео, подписка на канал. Погнали! Переключился на торговый экран, в торговый терминал точнее, и сейчас у меня уже запущена торговая стратегия, которую я испытываю, тестирую буквально уже 4-й день. Это ролик будет без какой-либо там нагрузки жесткой, просто рассказываю, показываю и немножко, конечно же, общаемся. Видим на текущий момент плюс $554 по боту закрыто, то есть за 6 плюсовых сделок, 5 было минусовых, то есть, соответственно, с перекрытиями бот закрывает сделочки. Суммарно 11 сделок. Выставил специально 5000 сделок для того, чтобы просто не ограничивать бота и не думать над его лимитами, когда он там остановится, не остановится. Просто он запущен, все. Бот называется режим Switch, то есть автоматический бот, который сам подбирает режимы под текущий тип рынка. Давайте я вам покажу запущенные настройки, сводку запуска. То есть это стратегия по мартингейлу. Тестировал данного бота по догону на компенсацию, а обалденно отрабатывает. Даже из больших просадок хорошо достаточно вылезает. Но единственный нюанс — это медленное движение, медленный заработок. И я посмотрел по статистике, сделки закрываются достаточно хорошо, именно поэтому я решил все-таки попробовать по мартингейлу поработать. Это уже у меня 3-я, по-моему, сессия. Одна была минусовая по моей ошибке, я вам потом покажу ее ближе к концу ролика. По моему просто, по косяку бот закрылся, к сожалению, там в минус. Затем 2-я сессия закрылась в плюс. Сейчас, по-моему, 3-я сессия тоже, да, в плюс, кстати, закрылась. И сейчас 4-я сессия, уже решил под запись роликов. Думаю, дай поторгую, еще сделаем плюсик, как раз-таки поработаем, расскажу вам все. Значит, мартингейл минимально, первая сделка у меня $90 стоит. Почему 90? Повторяю, я уже ранее рассказывал это в роликах. Потому что по сериям на 6-ю сделку, иначе у меня не смогу открыть уже, соответственно, перекрытие, если будет сумма больше. Если я установлю $100, то у меня по тарифу на $5000 максимальная сделка. А текущую, как раз-таки с учетом $90, на $4638 смогу открыть. Далее, смотрим. Максимум шагов я выставил 6, множитель коэффициент 2,2, открытие сделки на следующей свече по 15 секунд, 90% минимальная доходность. По вашему тарифу может быть, там, например, другая доходность, там может быть чуть меньше, например, или же там 92 у кого позволяет. Максимум сделок 5000, значит, take profit на $3500 поставил плюсом и стоп-лосс на $9000 в минус. Вот как раз-таки из-за вот этой вот настройки, и оно у меня стояло на минус $3500 на 5-м перекрытии. У меня как раз-таки вот на 5-м перекрытии было. Бот закрылся по стопу. Если бы стопа не было, бот перекрылся бы в плюс, потому что следующую свечу я уже видел, как она закрылась, к сожалению, из-за своего косяка. Поэтому проверяйте настройки обязательно внимательно. Перекрываю на той же паре до 1 перекрытия. Получается плюс за серию у меня от 81 до $384. То есть либо 81, либо 384, смотря какой шаг закрывается. Соответственно, и такой результат получаю. Так, смотрим, сейчас у меня вот бот перекрылся снова, не перекрылся, точнее закрылся в плюс, итого уже $720. Что я могу сказать? То, что работает у меня, вы должны понимать, может не работать у вас. Все зависит от рынка, от его волатильности, от его движения. Иногда бывает трендовое движение, и бот улавливает это трендовое движение и просто может минусить. Конечно, такое бывает. Сам с таким сталкивался, с подобными ситуациями. Поэтому нужно понимать, что для себя каждый должен подобрать комфортный ему инструмент. На демо-счете подбираем или с фиксуя работаем только на реальном счете, просто ставим фиксу и смотрим, какой бот как отрабатывает. Чаще минусит или чаще же выдает плюсы. До какого там минуса, сколько минусов подряд ловит. Все это нужно учитывать в своей работе, в торговле. Это нужно обязательно понимать вам. Ко мне партнер приходит, там говорит: Ник, блин, срочно мне расскажи, какой у тебя там бот был на скрине в канале, в Телеграм твоем. Кстати, ссылка на него находится в описании под данным роликом, и также ссылка на наш торговый терминал. Просто в терминале регистрируйтесь, все, вы наш партнер, можете пользоваться. Никакие лишние рефералки вам не нужны, просто у нас зарегистрировались, пользуйтесь. Так вот, партнер как раз-таки задает вопрос: срочно расскажи мне бота, мне надо там заработать срочно денежку. На что ты ему там нужно было срочно денежку заработать? Я говорю, на скрине видно, да, какой бот. Пожалуйста, можешь пользоваться. Но опять же, я говорю, это я свои тесты скидываю, свои наработки и делюсь информацией. Это не значит, что у тебя именно так будет отрабатывать. Ты должен это понимать. Партнер: да, я все понимаю, срочно мне дай настройки. Все, пошел работать. Да, были у него там минусовые серии, но он говорит, я тестово пробовал по минималке, как я вам говорю, как раз-таки фиксуя работать. И также по мартингейлу включал. Все, говорит, я хорошенечко там вышел в плюс. Единственное, но, говорит, пока не заработал столько, сколько мне нужно. Все-таки я, говорит, соблюдаю по своей стратегии все условия входа.
Ну, то есть я, говорит, заработал плюсик, все, я делаю перерыв, дальше попозже войду еще в рынок. Типа, ну, чтобы не испытывать свою судьбу, да. Я всегда это повторяю. Не нужно испытывать свои яйца, судьбу на прочность, да, назовем это так. Сделали плюсик, забрали свое, все, отдыхайте, пожалуйста. Видите, что, ну вот тяжело идет, часто ловите минусы, а не плюсы, например. То есть часто вот бот да, там третье, четвертое перекрытие доходит. Все, что-то не то на рынке происходит, возможно, волатильность снизилась, или наоборот, какие-то более трендовые ситуации идут, затяжные ситуации, волатильность наоборот низкая. Все, выходим. Стратегия это достаточно быстрая скальп-стратегия на 15-секундном таймфрейме. На 30-секундном тестировал, работал, показалось, как будто бы чаще минус на самом деле ловлю. На 15 секундках мне на самом деле побольше нравится, как отрабатывает. Единственное но, еще на 30 секундках и мало сделок, на 15 секундках их, соответственно, больше. Поэтому таймфрейм 15 секунд, и именно как раз-таки сделки все открывают тоже по 15 секунд, то есть на 1 бар всего лишь, на одну свечу. Также из настроек. По настройкам данного скрипта называется данный бот режим switch. Ничего не настраивал, все по дефолту. То есть какие параметры изначально стояли, все так и стоит. Вообще ничего не менял, кроме догонов. Я установил в данном боте единственная экспирация, так, 1 бар, все так и было. Количество догонов 2 ставлю, все. Потому что бот изначально на 6 рассчитывает, я ставлю 2. Просто мне как-то комфортнее видеть, но более приближенно к реальности значения винрейта, да, там. Опять же, у меня 1 догон по стратегии. Данный алгоритм как раз-таки здесь смотрит 2 догона. Просто так настроен. Ну вот почему? Да просто потому, что все, так настроил, бот сам по себе работает, особо даже на это все не обращаю внимания. Просто комфортнее было вот такую настройку сделать, когда я его изначально изучал, настраивал, смотрел, в итоге с этими же настройками остался. Далее, переходим в скрипты. Здесь мы пишем, он просто режим switch, да, там, например, в поиске режим switch. В поиске в каталоге, соответственно, вводим режим switch, номер 12843. То есть, если по ID ищем, чтобы, ну, другие никакие боты лишние не пытались, вводим ID 12843. Все, этот бот вы находите, вешаете на график, можете пробовать, тестировать, использовать. Как я всегда говорю, что подходит одному, может не подойти другому. Потому что у меня есть партнеры, кто на флипкор работает. То есть вообще говорит, я только на флипкор сижу, мне ничего другого не надо. Ну вот это касается именно тех, кто торгует по автоторговле, то есть автоматическими стратегиями. Мне же флипкор, ну, не особо заходит. Братишке моему, дружище, разработчику нашему, наоборот, флипкор заходит тоже. Я говорю, не, я не могу, братан, мне вот импульс-бот больше нравится, режим switch, вот сейчас я тестирую, мне он, говорю, больше заходит. Это не значит, что он там прям вообще у меня супер какую-то сверхъестественную проходимость показывает. Нет, у меня бывали и 5 минусов подряд, 4 минуса бывало, но пока что, как говорится, бот справляется. Сейчас давайте еще прям небольшой плюсик сделаем, лайтовый видос будет, не буду затягивать, не буду растягивать время. И я думаю, как раз-таки будем завершать, надо, чтобы главный бот перекрылся в плюс, и покажу как раз-таки, как отрабатывала данная стратегия в прошлом, то есть на предыдущей моей торговой сессии. Некоторые подписчики, зрители на YouTube говорят, да, то, что не торгуйте вот этими всякими левыми терминалами, торговыми системами, автоботами, всякими сигнальными ботами. Вас просто биржа заблокирует. В этом есть доля правды, и одновременно это полный бред. Вы сначала разберитесь, как это работает, прежде чем подобное писать. Первое. У нас не просто торговый терминал, а у нас одобренный биржей Pocket Option торговый терминал, то есть который работает не просто там как-то на бум сам по себе, а именно который работает как раз-таки на данных от данной платформы. То есть вы должны понимать, что просто элементарно невозможно взять и какой-то скриптик написать, который будет автоматически выводить ваш баланс, который будет кнопки показывать вам в ручной торговле, там, купить, продать, множителя. То есть сделки все, которые вы открываете, автоматически на бирже отображаются. То есть вот видим закрытые сделки, 3 последних минуса, это вот они, те самые 3 сделки. То есть вот они, так, давайте. Вот они. У нас 3 сделочки. Сейчас я закрою ручную торговлю. Вот они. 3 сделки. Сейчас 4-я открылась. То есть такую информацию невозможно синхронизировать без согласия самой биржи. Вы должны это понимать. И не выдумывайте с головы, что ой, они там сами что-то там, какие-то скрипты сделали. Нет, у нас не было автоторговых ботов, не было кнопок «купить», «продать» до тех пор, пока мы не стали партнерами, то есть прямыми партнерами, и не получили одобрение от самой биржи. Все. А то некоторые напишут бред, все, вас всех заблокируют. Я объясняю, почему не заблокируют. Человек мне все равно доказывает. То есть человек, который там просто смотрит видосики в интернете, ну, якобы лучше меня разбирается, понимает, да, ну, как это работает. Но это на самом деле даже звучит немножко бредово.
Как бы мы разрабатываем этот инструмент уже суммарно, ну, не соврать, пусть 1,5 года, где-то даже чуть больше 1,5 лет, то есть начиная от того момента, как мы начали первые скрипты какие-то запускать, своих ботов первых, и пришли к реально торговому терминалу. Как мне недавно буквально один подписчик пишет, там, Ник, расскажи, пожалуйста, где вы-то собрали такой торговый терминал, хочу себе такой. Я говорю, ну, если у тебя есть десятки тысяч долларов, то, пожалуйста, я тебе расскажу. Человек сразу призадумался, а что, нет конструктора никакого? Я говорю, нет никакого конструктора, мы все сами это с нуля разрабатываем. И те, кто помнит, наши старички, партнеры, да, кто давно уже смотрит ролики, кто подписан, то, что начинали мы там с самого простых ботов в Телеграме, затем создали небольшой сайтик, то есть все по минимуму, по шагам шли, по ступеньке. Некоторые хотят вот с нуля и сразу себе миллиона, да, там какие-то или сотни тысяч, просто как бы перепрыгнуть все ступени. То есть, это, знаете, как в многоэтажном доме взять и через весь пролет перепрыгнуть хотят. Так не получится. По ступенечке нужно постепенно двигаться. Так же я двигаюсь. Также выделяю какие-то средства себе для торговли, для того, чтобы как раз-таки развиваться, где-то тестировать. Выделил средства для, допустим, тестирования и работы с этим ботом. Все, тестирую и работаю с этим ботом. Только так и никак иначе. Тот, кто хочет перепрыгнуть, это, ну, единичный точный случай бывает, когда там кто-то, мемкоин какой-то условно вложился, там, $100, и на выходе получил себе 100 тысяч долларов, просто удачно вовремя закупился. Это не более чем везение. Все, не более. На практике это так, к сожалению, не работает. Нужно планомерно, плодотворно работать, трудиться. Даже обычно, давайте такой банальный пример приведу, даже тиктокеры и те, они трудятся, работают. Снять контент, это вам кажется так легко, а вы попробуйте каждый день снимать контент, попробуйте несколько раз в день снимать контент, который будет у вас набирать сначала там по 100, по 200, 300, 400 тысяч просмотров. Один ролик залетит, потом второй залетит, и там соберет несколько миллионов просмотров. Вы плавно двигаетесь. То есть не бывает такого, чтобы вы были никем, записали одно видео, и вы сразу стали знаменитым и начали зарабатывать много денег. Такое бывает, но это точно. Скорее исключение из правила, нежели чем правило. И нежели чем это какая-то особенность. Потихонечку работаем, развиваемся, зарабатываем. Я вот сейчас реально, ну, работаю только автоторговыми ботами. То есть где-то, да, точечно бывает, открываю сделки вручную, это не более чем, если увидел хорошую ситуацию. В остальное время очень много работы. Мы с другом, с разработчиком создаем новые инструменты. У нас большие планы, на самом деле, по продвижению, в целом по росту и по функционалу, по возможностям. И поэтому очень много работаем в целом. Боты в параллели запущены, работаю. Одним глазом поглядываю в торговых ботов, другим глазом уже занимаюсь другими делами. Видим, 2 минуса бот словил, сейчас открыл третью сделку, получается второе перекрытие. Посмотрим, как сейчас это работает, с какого раза перекроет, закроет этот минус. Нужно уже наконец-то получить плюсик и, ну, переходить к завершению ролика. Не буду, потому что его не хочу растягивать, поэтому нужно заканчивать. Как я говорил, могут быть 4 и 5 минусов, может быть, но вот пока дальше 5-го минуса не уходил, как говорится, лишь бы не текущий момент стал таким. Наблюдаем. 4 минуса есть, ждем. Открыл бот 5-ю сделку у нас. Это как раз-таки 4-е перекрытие, 5-я сделка на $2108. Кто-то скажет, что, ну, бинарки, да, там это слишком быстро уводят в минус, там загоняют. Останавливаю бота, замечательно, вышел в плюс по серии, плюс $257, загоняют в минус и прочее. Когда грамотный риск-менеджмент, когда грамотная система, опять же, я не говорю, что этот бот всегда может быть плюсовать, может когда-то начнет минусовать, в этот момент надо, конечно, на другие торговые системы переключаться. Например, там затяжной тренд, нужно на трендовых боты переключаться. Но опять же, если все грамотно настроено, ты подходишь с головой, распределяешь свой депозит, свои деньги, соответственно, ну, достаточное количество шагов, чтобы, если даже ушел в минус, было чем отрабатывать, то все будет хорошо. Остановил бота плюс $1651 заработано. То есть вы сами видели, как этот процесс происходит. Вовремя остановил все, чтобы не испытывать судьбу, так сказать, на прочность. Останавливаю бота, перехожу в авто и показываю историю сделок по данному боту. То есть режим свечи, вот он, видим, 30 сделок. Сейчас мы с вами отработали $1651. То есть так это выглядит. То есть бот шел в плюсик, затем он ушел в небольшую просадку и все-таки перекрылся дальше в плюс. По Мартингеллу это явный рост заметен. Если бы это был догон на компенсации, то он плавно ступенчато выходил бы из просадки. Далее переходим к следующей сессии. $1575. И вот видим то, что я вам говорил. $3511 в минус ушел. Это как раз-таки сработал стоп-лосс. Я его выставил на $3500. Он дошел как раз-таки на 5-й сделке до минуса. И сработал стоп-лосс. Вот она, кстати. Вот. 5 минусов подряд.
6-я сделка могла закрыться в плюс, но, как говорится, ну, могла. Хорошо, ладно, бот в данном случае подстраховал. Пусть будет так. Далее запускал еще 2 сессии до тейк-профита. Здесь вручную остановил, решил записать ролик. То есть вот снова остановлено вручную. Итого, суммарно, получается, после этого минуса по стопу из-за моей ошибки уже вышел, то есть 4000, получается, $5500 суммарно заработал. Ну, и чистого плюса где-то $2000 чистым плюсом вышел. Также до этого, именно по этому боту я работал на режим Switch, тоже, вот, видимо, остановлено вручную, плюс 315 было долларов, там сделано, ну, произведено более 150 сделок, как вы видите на экране. Далее здесь было 2 сделки, это я запустил бота, потом уже думал, все, нет, пора отдыхать, эта ночь была, думаю, какой уже харе, уже хватит судьбу испытывать на прочность. И тоже вот до этого, видимо, 7 июля, видим, тестировал, также плюс $279. И здесь плюс $1101, по-моему, это догон на компенсацию был. Тоже хорошо, достаточно отрабатывал стратегия. Поэтому, друзья, возможности есть у всех, у каждого. Ссылочка находится в описании под видео. Торгуйте и тестируйте аккуратненько, небольшими суммами. Работайте на демо, мы никого не ограничиваем. Сколько хотите, столько и работайте. То есть у нас нет такого, что ты неделю не торговал, тебе приходит сообщение, срочно там сделай какой-то оборот хотя бы на 1, на $10, и тогда у тебя доступ сохранится. Нет, у нас доступ остается для всех, кто уже стал нашим партнером, кто остается им. Поэтому, друзья, зарабатывайте много денег, не болейте, будьте счастливы, пока-пока.